Добро пожаловать на мой канал. Всем доброго дня, и мы начинаем. Сегодняшняя тема – тайны вашего окружения. Что они рассказывают о вас. Это действительно очень интересная тема. И теперь вопрос к вам в первую очередь. А вы уверены, что ваше решение – это действительно ваше? А что, если я скажу, что ваш доход, привычки и даже мечты – это, по сути, отражение 5 человек, с которыми вы проводите больше всего времени? Кажется, что вы сами выбираете свой путь. Но на самом деле ваше окружение, друзья, семья, даже стены вашего дома уже во многом предрешило ваш выбор. В этом видео мы вскроем все эти скрытые сигналы, которые формируют вашу судьбу. И я покажу, как взять этот процесс под собственный контроль. Пожалуйста, досмотрите до конца, и вы посмотрите на своих знакомых совершенно другими глазами. Невидимые нити, которые присутствуют у нас у всех в жизни. Нам всем нравится себя считать независимыми личностями. Мы сами принимаем решения. Строим карьеру, выбираем, как жить, на ком жениться или выходить замуж. Но так ли это на самом деле? И наука, и простой жизненный опыт говорят. Не совсем. Есть знаменитая фраза бизнес-философа Джима Рона. Вы – это среднеарифметическое тех 5 человек, с которыми вы проводите больше всего времени. Да, надо задуматься. Просто задумайтесь на секунду. И речь не только о деньгах. Речь о вашем образе мыслей, амбициях, страхах, даже о здоровье. Это как здоровое питание, спортивный образ жизни. Вы сами это все понимаете. Этот феномен называют социальной комфортностью. Люди – существа социальные, и нам жизненно необходимо быть частью группы. Чтобы нас приняли, мы сами того не замечая начинаем копировать поведение, убеждения и даже эмоции тех, кто рядом с нами. Недавнее британское исследование показало, что во время пандемии люди вели себя куда ответственнее, если их друзья и близкие соблюдали меры предосторожности. То есть это именно пример со стороны. Оказалось, что влияние группы давит сильнее, чем личное мнение о реальной угрозе. Представьте себе банку с солеными огурцами. Если положить туда свежий огурец, что с ним случится? Правильно, в конечном итоге он неизбежно просолится. Впитает в себя тот рассол, в котором он оказался. Извините, мы с вами те же огурцы, а наше окружение – это рассол. Вопрос не в том, что просолитесь ли вы или нет. Вопрос в том, что какой рассол вы для себя выбираете. Тот, что делает вас лучше, сильнее и успешнее, или тот, что медленнее тянет вас на дно. Главная проблема в том, что все это происходит незаметно, на подсознательном уровне. Никто ведь не просыпается утром, допустим, с мыслью, что так, сегодня я стану таким же пессимистом, как мой коллега, вот тот коллега. Нет, это происходит шаг за шагом. Одна жалоба на жизнь за кофе, другой разговор о том, что все это бесполезно. В третий раз вы вместе посмеялись над чьей-то наивной мечтой, и вот вы уже не замечаете, как ваши горизонты сузились, и амбиции угасли. Это и есть первая тайна. Ваше окружение лепит из вас кого-то каждую минуту, хотите вы того или нет. Это реальность. Голоса в вашей голове. Первый и самый явный источник сигналов – это люди. Друзья, семья, коллеги. Но мы часто недооцениваем, насколько глубоко их слова и действия проникают в наше сознание. Давайте на примере.
У вас родилась смелая идея для бизнеса. Вы делитесь ею с другом или семьей, а в ответ: «Ой, да у тебя не получится. Сейчас кризис, это слишком рискованно, у тебя же нет опыта». Но ведь они ведь это не со зла делают. Возможно, они искренне пытаются вас уберечь, но то, что они делают на самом деле, они проецируют на вас свои страхи и свою неуверенность. И это вирус сомнения попадает прямо в цель. А теперь другая ситуация. Та же идея, но друг говорит: круто, задачка сложная, но звучит амбициозно. Чем я могу помочь? Давай вместе подумаем, что мы сможем с этим сделать. Почувствовали разницу? Это не просто слова, это передача энергии. В первом случае у вас забирают силы, во втором дают. Это я по своему опыту говорю. Я этого нахлебался вот так. Окружает, влияет не только словами, но и своими стандартами влияет на вас. Если все ваши друзья вечно жалуются на нехватку денег, но спускают всю зарплату в первый же день, для вас это становится нормой. Мысль о том, чтобы отложить, инвестировать или создать финансовую подушку, кажется странной и скучной. И наоборот, попав в среду, где люди обсуждают проекты, читают книги и занимаются спортом, вы незаметно для себя тоже начинаете к этому тянуться. Невозможно оставаться веселым в компании вечных нытиков. Это я вам гарантирую, так и есть. И очень сложно ныть самому, если вокруг одни оптимисты. Но тебя слушать никто не будет. И ты быстро уйдешь из этой компании. Зависть есть еще один мощный разрушающий сигнал. Друг, который обесценивает ваши достижения. Опа, это вы об этом все знаете. Подумаешь, повышение, просто повезло. На самом деле транслирует свою боль. Но его токсичность отравляет и вас, заставляет чувствовать вину за свой успех. Так что первая тайна, которую стоит для себя раскрыть, это голоса в вашей голове. Точно ли они ваши? Это ваши мысли? Или вам их навязали? Или эхо слов родителей, друзей, партнеров, которые вы давно приняли за собственные мысли? Тайна вторая. Шепот вашего дома. Думаете, окружение – это только люди? Ну, как бы не так. Один из самых мощных, но недооцененных элементов – это ваш собственный дом. То есть физическое пространство ваше. Это прямое продолжение вашего ментального. Оглянитесь прямо сейчас. Что вы видите? Порядок или хаос? Психологи говорят, что хронический беспорядок – это не просто лень. Это мощный сигнал, который ваше подсознание посылает вам каждый день. Захламленное пространство вызывает стресс и снижает концентрацию человека. Сам вид бардака, как бы шепчут мозгу. Работа не сделана, расслабляться нельзя. Как говорят, у богатого человека в квартире воздух, а у бедного предметы пахнут. Это постоянно фоновое напряжение, которое ворует вашу энергию. Старые ненужные вещи, которые хранятся годами, на всякий случай у всех у вас есть. Это якоря, держащие вас в прошлом. Сломанная техника, одежда не по размеру, пыльные сувениры. Все это символы застоя. Нежелание отпустить старое и впустить новое. Психотерапевт Дарья Грачева утверждает, что наше пространство отражает нас, и беспорядок может быть сигналом, что пора брать ответственность за свою жизнь, а не откладывать ее на потом. Хаос в спальне, месте отдыха и близости может невербально кричать о проблемах в отношениях. Да, это так и есть. А теперь представим себе обратное. Чистый, организованный дом. Пространство, где у каждой вещи есть свое место, где много света и воздуха. Такое окружение дает чувство контроля, спокойствия и ясности.
И это вам говорит, здесь все в порядке. Можно расслабиться, можно творить. Это место для творчества. Наводя порядок в доме, вы наводите порядок в голове. Это не мистика, это чистая психология. Поверьте, я это делал не один раз. Ваш дом – ваше зеркало. Беспорядок на столе отражает хаос в мыслях. Гора немытой посуды, отложенные на потом неприятные дела. Начните менять пространство и увидите, как начнут меняться ваши мысли. Тайна номер 3, извиняюсь. Информационный кокон. Третья тайна – самая незаметная, но, возможно, самая влиятельная в нашем веке. Это информационное окружение. Контент, который вы поглощаете каждый день. Ну да, соцсети, лента соцсетей, которые вы скроллите, эти шорты, которые есть, новости, которые вы читаете, сериалы, которые вы смотрите, подкасты, которые вы слушаете. Все это и есть ваш ментальный рассол. Эта информация напрямую программирует ваше мышление и формирует ценности. Если ваша лента забита катастрофами, скандалами и кризисами, ну это полно в принципе везде, и каким будет ваше мировоззрение? Тревожным, естественно. Это сигналы тревоги. Вы будете жить с чувством, что мир – это опасное место. Если вы часами смотрите на идеальную жизнь блогеров, сравнивая их отфильтрованную реальность со своей, и что вы будете чувствовать? Неудовлетворенность и зависть, к сожалению. Исследования показывают, что чрезмерное увлечение идеализированным контентом может привести к потере мотивации. Вы же не знаете, это на самом деле это так или нет. И вам это надо? Зачем стараться в реальной жизни строить сложные отношения или расти над собой, если можно просто получить дозу комфорта из экрана? Ваше информационное поле – это диета для вашего мозга. И как фастфуд разрушает тело, так и информационный мусор разрушает способность мыслить критически, мечтать и действовать в конце концов. Но есть и хорошая новость. В отличие от многого другого, здесь у вас почти полный контроль. Вы сами выбираете, на кого подписываться. Вы сами решаете, что смотреть вечером. Вы сами формируете свой информационный кокон. Повышать свой кортизол или нет? Это очень модная фраза. Если то, о чем мы сейчас говорим, вам откликается, если вы чувствуете, что пора провести ревизию своей жизни, подпишитесь на мой канал. Здесь мы говорим о том, как взять жизнь под контроль и стать автором своей реальности. И жить на полную катушку, как вам нравится. И нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Решение вот этого всего. Как стать архитектором своего окружения. Итак, мы уже до сих пор открыли 3 тайны, раскрыли. Поняли, как люди, дом и информация нас формируют. Я понимаю, звучит немного пугающе, будто мы марионетки в руках невидимых сил. Но это не так. Ключевое слово здесь – осознанность. Как только вы видите эти механизмы, вы перестаете быть жертвой и становитесь архитектором. Это точно. И как писал Генри Клауд, вы не можете выбирать, будут ли другие влиять на вас. Будут. Но вы можете выбирать, какую именно силу они получают в вашей жизни. С чего начать? С простого, но очень мощного упражнения. Мне очень нравится это слово. Шаг 1. Аудит. Аудит окружения. Возьмите телефон или блокнот и выпишите имена 10 человек, с которыми вы общаетесь чаще всего. Родственники, друзья, коллеги. Напротив каждого имени честно ответьте. Этот человек в целом несет позитив
или негатив? Это очень просто. После общения с ними вы чувствуете прилив сил или упадок, они как будто высосали всю энергию. Они поддерживают ваши мечты или постоянно критикуют? Этот человек, эти люди развиваются или жалуются постоянно? Ну, посмотрите на этот список. Если ваше среднеарифметическое, вот это все ваше зеркало. Без осуждения, просто факт. Шаг номер 2. Сознательное формирование. Теперь, когда у вас есть карта, можно прокладывать новый маршрут. Это не значит, что нужно немедленно рвать все отношения с токсичными людьми. Особенно, если это близкие. Но вы можете и просто должны управлять именно дистанцией. То, чего я делаю на данный момент. Ограничьте время, сократите общение с теми, кто тянет вас вниз. Вместо 3 часов выслушивания жалоб, полчаса вежливого разговора по делу. Я бы это снизил бы даже до 5 минут. Смените тему. Если разговор скатывается в привычный негатив, мягко переведите его, пошутите, спросите о чем-то хорошем, предложите обсудить фильм или расскажите анекдот на самый крайний случай. Ищите новых людей, где найти поддержку, да где угодно. Тематические курсы, спортзалы, бизнес-клубы, волонтерские проекты, кофешопы, просто случайные знакомые. Ищите места, где собираются люди с ценностями, которые вам близки. Благодаря интернету можно окружить себя лучшими умами планеты, даже не выходя из дома. Прямо сегодня отпишитесь от пабликов и блогеров, которые вызывают у вас тревогу или зависть. Вот сейчас, вот как раз в видео, когда заказываете, вы делаете это. Подпишитесь на экспертов в вашей сфере, на каналы о науке, искусстве, путешествиях. Заполните свой кокон информацией, который вас развивает, учит чему-то, а не угнетает. Вы чувствуете, что вам становится лучше, легче дышится. Начните с дома, выделите сегодня вечером 15 минут. Это не надо генеральной уборки. Просто разберите одну полку. Выбросьте 5 ненужных вещей. Это маленькое действие даст огромное чувство контроля. Это реально так и есть. Теперь заключение, главный вывод от сегодняшнего видео. Ваше окружение – это не приговор, а инструмент. Долгое время оно формировало вас без вашего ведома и согласия. Но с этой минуты у вас есть выбор. Вы можете и дальше плыть по течению в том рассоле, куда вас поместили, а можете начать сознательно создавать среду, которая поможет вам стать тем, кем вы хотите быть. Помните одно. Мы становимся похожими на тех, с кем общаемся. Окружайте себя людьми, которые верят в вас. Создайте пространство, которое дает силы. Потребляйте информацию, которая расширяет горизонты. Только вы решаете, какие люди, вещи и идеи будут вас окружать. И этот выбор определяет абсолютно все. А теперь вопрос, как ваше окружение влияет на вас? Замечали эти скрытые сигналы в своей жизни? Поделитесь, пожалуйста, своей историей в комментариях. Давайте это обсудим. Ваш опыт может помочь кому-то еще. Спасибо, что досмотрели. Благодарю всех, кто до сих пор остался со мной. И до встречи в следующем видео.